У меня есть мечта. Я хочу освободить женщин. Я хочу освободить нас от бесконечного быта, чтобы у нас появилось больше свободного времени на себя, на свое любимое дело, на свое творчество. Так мы сможем быстрее раскрыть свой потенциал. Это поможет нам стать счастливее и, возможно, даже менять свой внутренний и внешний мир к лучшему. Как достигнуть этой мечты? Со своей стороны, как организатор пространства, я предлагаю вместе познавать теорию организации пространства и внедрять ее практическую часть в свою жизнь. Сегодня мы поговорим о 9 главных мифах, существующих в организации пространства. Привет, я Адия, и я здесь, чтобы напомнить тебе о том, что умиротворяющий дом не обязан быть идеальным. В этом видео я раскрою самые распространенные мифы об организации пространства. Это поможет тебе достичь понимания и результатов. А если ты ищешь действенные советы по наведению долгосрочного порядка без стрессов, подписывайся на этот канал. Первый миф – ты должна расхламить все и сразу. Реальность такова, что большинство мам, да и любых других категорий людей не имеют в запасе свободных 2-3, это минимум, на тотальное расхламление своего домашнего пространства. Я уже не говорю про большие квартиры или даже частные дома, которые требуют для этого мероприятия гораздо большее количество. Почему этот миф существует? Потому что социальные сети нам транслируют идеальные картинки мгновенного преображения до и после. Редко, когда нам показывают процесс. Если даже его показывает, это происходит, то есть его показывает не целиком. Поэтому у человека, наблюдающего за этими картинками или видео, нет четкого понимания, сколько же ресурсов уходит на это. Как же это тяжело. Также социальные сети показывают нам мифическое идеальное пространство. Оно существует, но оно не жизнеспособно. Правда такова, что расхламление наиболее успешно, когда его проводят небольшими последовательными шагами. Какой вывод мы можем сделать из этого мифа? Я рекомендую начать с одной полки или с одного ящика или с одного угла. Сначала следует избавляться от хлама, а затем уже использовать продуманные решения для хранения. И всегда нужно помнить о том, что увеличение мест для хранения часто приводит к еще большему беспорядку, если это делать бездумно. Нужно помнить золотое правило, что маленькие победы аккумулируются в огромную движущую силу. Поэтому сначала небольшие шаги расхламления, затем уже оптимизация, организация и так далее. Миф номер 2. Контейнеры всегда решают проблему беспорядка. Реальность такова, что покупка контейнеров или органайзеров не решает проблему беспорядка, а лишь скрывает ее. Почему этот миф существует? За это мы должны поблагодарить маркетинг магазинов, потому что магазины предлагают нам свои органайзеры, ящики, контейнеры как волшебное средство решения таких проблем. И мы, уставшие от беспорядка, с кучей мыслей в голове, и голову тоже нужно расхламлять, и с огромным желанием в сердце раз и навсегда избавиться от беспорядка, мы ведемся на эту рекламу. Также мы легко ведемся на такие поверхностные советы в социальных сетях. И да, они действенны на самом деле, но порой мы сами не в состоянии определить, какое же решение нам подходит или какой органайзер способен решить нашу проблему. Поэтому я настаиваю на том, что без анализа предварительного и аудита пространства сложно подобрать идеальный контейнер. В чем правда? Хлам – это не проблема хранения, это проблема принятия решения. Перед покупкой контейнера мы должны осуществить базовый минимум действий. Первое – это расхламить имеющиеся у нас вещи, допустим, категорию какую-то, затем отсортировать ее. Далее мы должны определить для себя, сколько пространства мы готовы выделить для этой вещи, а также сколько ресурсов мы готовы тратить
оставшееся какое-то определенное время на то, чтобы эту вещь хранить и для того, чтобы о ней заботиться. Под ресурсами я подразумеваю как деньги, так и собственное время и какие-то усилия. Какой вывод мы можем сделать из этого мифа? Сначала должно всегда идти расхламление, затем организация, а потом уже приобретение помощников этой организации. Следует добавить, что контейнеры и органайзеры, они не существуют сами по себе. Они должны вписываться в твое пространство, они должны служить тебе. Контейнеры не должны мешаться или занимать лишнее место, поэтому важен анализ. Третий миф звучит так: идеально организованный дом остается таким навсегда. Или есть еще другая вариация: организация пространства — это разовое мероприятие, и желательно, чтобы все выглядело как с Pinterest. Но реальность такова, что настоящая организация, она не об обязательном достижении какой-то идеальной Pinterest-картинки. Она о создании функционального и устойчивого пространства, которое гибко адаптируется под вашу жизнь. А жизнь из чего состоит? Она состоит из нас, из наших родственников или членов семьи, детей, работы или повседневных дел, хобби. Все это способствует постоянному беспорядку или созданию беспорядка. И люди ошибочно верят, что, организовав однажды, они останутся в своих безупречных домах навечно. Почему этот миф существует? В этом отчасти виноваты социальные сети, которые показывают нам инсценированные, нереалистичные дома, которые выглядят безупречно. Но на самом деле это пространства постановочные. Почему постановочные? Они существуют, воскликнете вы, такие пространства. Да, я с вами соглашусь, но они не остаются в своей идеальности замороженными навсегда. Некоторые из них выглядят безжизненно. Почему? Потому что если в этих пространствах будет присутствовать жизнь, то их идеальность нарушится. Про что же на самом деле организация пространства? Она про создание целой системы, по которой порядок легко восстановить. Это не про то, чтобы содержать свой дом в круглосуточной и нетронутой идеальности. Этого просто невозможно. Это возможно только в одном случае, если в таком пространстве никто не живет. Какой вывод мы можем сделать из третьего мифа? Организация в стиле Pinterest-картинки, условно говоря, да, ну, в стиле идеальных картинок социальных сетей, она ориентирована на визуальную эстетику, но не на практичность этого пространства. И в порядке я призываю не стремиться к постоянству, а стремиться к легкому восстановлению порядка. И помните, что в организации пространства нашего следует стремиться к функциональности и удобству, которые и приведут к вашему личному совершенству. Четвертый миф: больше пространства равно больше организованности. Или больше пространства равно больше порядка. Реальность такова, что даже большие дома могут создавать ощущение хаоса, ощущение беспорядка. Это происходит из-за того, что в больших домах тоже может быть слишком много вещей. И поэтому часто больше дом означает больше хаос, если он был в этой семье изначально. Почему этот миф существует? Потому что люди часто думают, что в моем доме беспорядок просто потому, что в нем тесно, и существующему количеству вещей нет места достаточного. Часто пытаются решить эту проблему как раз-таки переездом в большее пространство. Но правда такова, что организация, она зависит от состояния, от мыслей и привычек человека. И совершенно не зависит, почти не зависит от квадратуры проживаемой площади. Вывод такой, что вне зависимости от размера дома меньше предметов, больше места. Миф номер 5. Открытые полки — это отличное решение для хранения. Он один из моих любимых мифов, потому что я раскрываю здесь понятие открытого хранения. Я считаю, что оно ошибочное. Почему? Потому что, по моему мнению,
Я настаиваю, просто я делаю на этом акцент, по моему мнению. Очень многие организаторы пространства считают открытые полки хранением, но я считаю, что на открытых полках в принципе невозможно хранение. Открытые полки существуют для двух функций. Это демонстрация предмета или вещи и удобное для пользования или удобное для доступа к этому предмету место. То есть функциональность некая. И даже если мы углубимся в этимологию этого слова, я уверена, что во многих других языках и в других языках аналогичная ситуация, а, мы сможем понять, да, эту проблему. В слове «хранить» есть корень, состоящий из согласных букв «хр» или «хрн», ну, в зависимости от использования, да, в разных ситуациях. И корень этого слова, смысл корня этого слова, он связан со значением, с такими значениями, как заботиться, бережность и поддержание жизни. И этот корень означает, ну, соответственно, заботливо сохранять или уберегать от ущерба. На открытой полке предмет подвергается большему внешнему воздействию и, как следствие, изнашиваемости, что приводит к его порче. Поэтому это не совсем отличное решение для хранения. Я думаю, что в принципе на открытых полках вещи не хранятся, они просто лежат либо для демонстрации, либо вот опять же для быстрого доступа вещей. К тому же, да, открытые полки, они легко и быстро копят в себе пыль на себе или другой хлам. И на открытых полках сложнее поддерживать порядок предметов. К тому же открытые полки зачастую создают визуальный шум. Очень многие организаторы пространства говорят, что, ну, точнее, методики содержат в себе такое понимание, что горизонтальные открытые поверхности нужно оптимально освобождать от предметов. Это вот именно для легкости уборки. И какой вот вывод мы можем сделать из этого мифа, что все-таки предметы на открытых полках подвергаются большему внешнему воздействию, и они не хранятся должным образом. Поэтому, если вы любите открытые полки, ради бога, любите. Я тоже на открытых поверхностях храню какие-то или демонстрирую, не храню, а демонстрирую какие-то предметы. Или они вот опять же находятся у меня в быстром доступе. Но для настоящего хранения все-таки, да, это вот теоретическая часть организации пространства. Для настоящего хранения, пожалуйста, используйте закрытые полки, шкафы, ящики, контейнеры и так далее. Они действительно будут выполнять вот эту функцию хранения и надежно защитят, а также удобно организуют ваши вещи. Миф номер 6. Расхламление подразумевает избавление от абсолютно всех сентиментальных вещей. Это неправда на самом деле. Люди боятся, что избавление от хлама лишит их воспоминаний и индивидуальности. Почему этот миф существует, почему, откуда он возник, тренды на минимализм часто показывают, но я не хочу гнать на минимализм, на самом деле это же стандартные организации пространства с их расхламлением тоже могут пугать людей. Но в целом тренды на минимализм, они часто показывают экстремальные виды расхламления, и некоторые люди считают, что им следует быть безжалостными к своим вещам. Но далеко не всем это подходит. Например, мне также это не подходит. Я считаю себя enjoyalist, то есть оптималистом, который любит баланс, наслаждение и умеренное хранение тех или иных категорий. И я вот против тотального избавления, но я уважаю минимализм и многому учусь у этого направления, у этой методики. Но все же мы можем группироваться по интересам и типам организации пространства. Но ведь мы же все разные люди, мы индивидуальности. Следовательно, у каждого из нас и принципы хранения разные или организации. Сентиментальные вещи можно хранить, и я думаю, что даже нужно хранить.
Но мы, так как организация пространства — это про принятие решений, мы должны, хранить сентиментальные вещи с четким намерением на это хранение. То есть, допустим, да, мысленно я выбираю это хранить. Я готова тратить место, в своей жизни на это воспоминание. Я готова тратить деньги и время на, заботу об этой вещи. Вывод из этого мифа такой, что расхламление не подразумевает удаление всех воспоминаний. Храните то, что действительно дорого вашему сердцу. Миф номер 7. Ты должна следовать одному определенному методу организации пространства, например, Fly Lady, Clutterback by Cassandra, минимализм, KonMari тот же. Но реальность такова, что каждая семья уникальна. Более того, каждая женщина уникальна. И строгие однотипные методы, они часто не подходят определенной категории людей. Например, то, что подходит, занятым мамам, оно может не подойти мамам в декрете или, домохозяйкам. Или, допустим, тем, кто ведет необычный образ жизни, не подойдут какие-то определенные методы бизнес-леди или многодетных мамочек. Да и вообще в целом строгость и ограниченность в выборе методов, она часто сковывает нашу творческую мышцу, просто атрофирует ее. Но мы же от этого бежим. То есть нам нужно обратное. Почему этот миф существует? Потому что популярные книги и некоторые инфлюенсеры продвигают свой продукт и свои системы как, единственно верный способ решения проблем. Но я сейчас не говорю про основателей тех методик, которых я назвала выше. Правда в том, что мы можем заимствовать идеи. Главный принцип системы организации пространства — это то, что она должна служить тебе, и она должна тебе подходить, а не ты ей. И если тебе не подходит какая-то методика целиком, ты можешь взять, отдельные идеи или отдельные решения. Ты можешь миксовать идеи из разных методик и выбирать лучшие решения для себя. И в конечном итоге каждому из нас подходит гибкий индивидуальный подход. Какой вывод можно сделать из этого классного мифа, что лучший метод — это тот, которого ты реально сможешь придерживаться? Классный миф. Вообще все классные мифы. Но 8 мне нравится тем, что я сама, заблуждалась на эту тему раньше. Он звучит так: организация пространства обязательно должна стоить дорого. Она не должна стоить дорого. Более того, она может, в деньгах вообще ничего не стоить. Как минимум в начале процесса, да и весь процесс тоже. Я, кстати, это практикую сейчас. Для начала ты можешь использовать те предметы и инструменты, которые у тебя есть уже в наличии. Например, повторное использование каких-то контейнеров, ящиков или какое-то, допустим, использование по другому назначению, например, банки, которые могут быть там органайзером для сыпучего. Также есть вариант самостоятельного изготовления органайзеров вместо покупки новых. Почему этот миф засуществовал, почему он появился? Социальные сети часто показывают нам идеальные интерьеры с их визуально дорогим оформлением. Многие люди считают, что для достижения таких картинок обязательно приобретение дорогой мебели, каких-то крутых стеллажей или систем хранения, или даже дорогих органайзеров. И маркетинг проталкивает такую идею ошибочную, что организация равно продукт. На самом деле организация — это процесс, продукт — это инструмент. Поэтому не ведитесь на маркетинг. Настоящая организация, она не о продуктах или предметах, она вот как раз-таки о тех процессах, которые я раньше называла. Это расхламление, это, создание системы хранения, это оптимизация там вещей, которые у вас есть. Это в целом о мудром использовании вашего пространства. Для эффективной организации своего дома ты можешь подобрать очень, хорошие, незатратные решения. Например, коробки из-под обуви, те же банки, маркировки, сделанные своими руками, органайзеры, сделанные своими руками. Да, очень в "Ютубе" много DIY видео. Покупка, дорогих органайзеров без предварительного анализа, она ведет к организованному и дорогому хламу, то есть она бесполезна.
Какой вывод мы делаем из этого мифа? Организация пространства не обязательно должна быть дорогой. И я рекомендую начать с расхламления, а затем с использования того, что у тебя есть. И уже после результатов первичной организации и использования того, что у тебя есть, уже можно что-то докупать. Добавлю примечание, что человек до расхламления и человек после, и тот же человек после расхламления — это разные люди. Почему? Потому что в жизни человека и в его голове высвобождается место, и оно высвобождается для творчества. И это творчество затрагивает не только какие-то личные сферы, такие как, например, работа или хобби. Творчество отражается во всем, в том числе и вот на организации быта дома этого человека. И помни, хорошие системы важнее дорогих предметов. И девятый миф. Профессиональные организаторы пространства имеют идеально организованные дома. Но это не так. Даже эксперты не живут в безупречных домах 24 часа, 7 дней в неделю. Почему этот миф существует? По нескольким причинам. Во-первых, социальные сети этих экспертов показывают фото после, но не ежедневную реальность. Люди предполагают, что эксперты, если человек эксперт в этом, то его домашнее пространство круглосуточно идеально или круглосуточно организовано. И вот все так всегда, как показано в фотографии. Ну и к тому же организаторы сами на себе ощущают давление, связанное с необходимостью поддержания этого имиджа. В чем же правда? Правда в том, что даже у профессионалов бывают дни беспорядка, и это нормально, потому что это жизнь, а профессионалы прежде всего люди. Но разница лишь в том, что просто организаторы пространства имеют и какую-то информацию, или они имеют системы в своих домах по быстрому восстановлению этого порядка. Я не устаю повторять, что организация пространства, она не о том, чтобы никогда не захламлять свой дом. Она о способности управлять этим хламом, да и своим пространством эффективно. Какой вывод следует из этого мифа? Даже самые лучшие эксперты не идеальны. Цель организации заключается не в том, чтобы ликвидировать беспорядок навсегда, а она заключается в создании удобной управляемой системы, которая легко сможет восстановить порядок и обновить ваше пространство. Итак, мы развеяли самые большие мифы. Запомни, большее пространство не является идеальным решением. Расхламление не означает потерю абсолютно всего. А модные ящики не организуют самостоятельно волшебным образом твой дом. В какой из этих мифов ты верила раньше? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Если тебе понравилось это видео, дай мне знать лайком. Если же мы с тобой на одной волне, подписывайся на этот канал. Если же мы не на одной волне, то я рекомендую не подписываться на мой канал, потому что я бы не хотела своим контентом кому-то навредить или чтобы он стал просто хламом в ленте. А если вы все еще думаете, что абсолютно все организаторы пространства внедрили в свою жизнь то, о чем они говорят, и то, что они пропагандируют, то я рекомендую дождаться моего следующего видео, в котором я разоблачаю одного такого эксперта, который полностью провалился в организации своего пространства. Пока!